Всем привет и всем панкейк. Представьте себе мир, где огромные машины двигаются так, будто танцуют под невидимую мелодию прогресса. Гигантские прессы сжимают металл с силой в тысячи тонн, а роботизированные манипуляторы выполняют операции быстрее, чем мы успеваем моргнуть. Это не сцена из научно-фантастического фильма, а наше с вами будущее. И наступило оно именно сегодня. В этом выпуске мы отправимся в путешествие по самым удивительным производствам планеты, где технологии достигли невероятного уровня. Вы увидите механизмы, которые выглядят как что-то из фильмов ужасов или безумной видеоигры. При этом они создают вещи, без которых невозможен ни один аспект нашей жизни. Вы увидите самые масштабные, завораживающие процессы. От гипнотизирующей точности современных станков до пугающей автоматизации производств, где совсем нет людей. У вас точно захватит дух. Готовы погрузиться в эту захватывающую реальность? Устраивайтесь поудобнее. Наша экскурсия на заводы будущего начинается. Птицефабрика будущего. Приятным и полезным завтраком считается жареная яичница как минимум из 2 или 3 штук. Удобно, если вы живете за городом или в частном доме, и у вас есть свой собственный курятник. Можно просто выйти из дома и пополнить запасы. Но большинство из нас городские жители, и в таком случае нам на помощь приходят огромные птицефермы, где ежедневно производятся миллионы яиц. На современной автоматизированной птицефабрике все ключевые процессы максимально оптимизированы и контролируются с помощью современных технологий. Птичники с курицами устроены максимально комфортно для них. Специальными программами контролируется микроклимат и питание, а другая отвечает за чистоту в клетках. Пол в них сделан под определенным наклоном, чтобы яйца аккуратно скатывались на мягкую конвейерную ленту. По ним они переезжают в сортировочный цех, где целая система умных камер и манипуляторов сортирует продукт по весу, чистоте и целостности. Далее они проходят процесс мойки и сушки. Завершает все робот-манипулятор. На конце его железной руки расположены вакуумные присоски, которые максимально бережно берут подготовленные яйца и укладывают их в лотки. Некоторые птицефермы бывают дополнительно оборудованы линиями по приготовлению вареных яиц или линиями по заготовке желтков и белков отдельно. Сладкие миниатюрные облака. Нет ничего приятнее в холодный вечер выпить чашечку горячего какао, а если еще и добавить в него шапочку из взбитых сливок и 5-6, а лучше больше воздушных зефирок. Но задумывались ли вы о том, как делаются эти зефирки? А как же делают большие, скрученные и разноцветные маршмеллоу? Путь сладкого и нежного лакомства начинается с подготовки желатина. Нужное количество заранее замачивают в гигантском чане в холодной воде. Пока он набухает, готовится сироп. Сахар и кукурузный сироп смешиваются с водой и нагреваются до 383 градусов по Кельвину. Затем готовую патоку слегка охлаждают до 367 и по трубам перемещают в общий чан для взбивания. Там ее уже ждет набухший желатин. Поддерживая температуру минимум в 353 Кельвина, огромные венчики взбивают в течение 10, а иногда и 20 минут. Чем дольше процесс, тем пышнее, воздушнее получается зефирка. Когда взбивание завершено, получившуюся смесь выливается на конвейерную ленту с крахмалом. За то, какими получатся сладости в итоге, отвечают небольшие лотки с заранее выдавленными ячейками или просто подушка из крахмала для очень-очень длинной маршмеллоу, которую, в свою очередь, можно сплести в разноцветные и очень вкусные косички. После нарезки и взвешивания маршмеллоу упаковывают. И вот теперь мы с вами можем наконец насладиться теплым и вкусным вечером. По пледам. Очень остро, очень вкусно. Среди ваших родственников и друзей будет несложно найти любителей похрустеть маринованными овощами. Мы знаем привычные маринованные огурцы и помидоры. Но вот кислые, хрустящие и острые кимчи уверенно завоевывают особую любовь по всему миру. Визитная карточка Южной Кореи и уверенное место в списке нематериальных ценностей ЮНЕСКО. Ежегодно производится безумные 4,5 миллиарда тонн этого острого гарнира. После сбора овощи доставляются на первый этап – тщательную мойку. В процессе удаляются испорченные и поврежденные листья. Далее, в зависимости от размеров завода, капусту вручную или через ленты с дисковыми пилами нарезают на половинки и делают надрез в районе корешка. Подготовленный продукт помещают в чаны с очень сильно соленой водой и оставляют на первичное маринование минимум на сутки. Секрет вкуса кимчи кроется в маринаде с различными добавками. Он очень сложен, и у каждой корейской хозяйки есть свой особый ингредиент для придания изюминки. Но на массовом производстве придерживаются базового состава. Сначала создается основа маринада. Первыми в мясорубку идут чеснок, репчатый лук и свежий имбирь. За саму остроту и цвет будет отвечать острый перец чили, предварительно очищенный от семян. Буквально в соседних цехах готовится особый кисель и рыбный бульон.
Рисовая мука или рис очень клейкого сорта смешиваются с холодной водой и доводятся до кипения. Когда все готово, все части маринада объединяются в густую алую пасту. В завершение добавляются тонко нашинкованная морковь и нарезанный зеленый лук. И вот последняя линия конвейера, где работницы вручную тщательно промазывают маринадом каждый листик просоленной капусты. В принципе, на этом этапе закуска уже готова. Но по мнению корейцев, особый пик вкуса капуста достигает после длительной выдержки от 1 месяца. Пончики. Гомер Симпсон. Знаете ли вы, что пончики — это не просто сладкое лакомство, а целое культурное явление? Они стали звездами мультфильмов, мемами про полицейских и, конечно же, любимым десертом миллионов людей по всему миру. Секрет их популярности кроется в разнообразии видов. Они могут быть и классическими с сахарной пудрой, и экстравагантными с начинкой из шоколада или крема. Существует множество разновидностей пончиков. В Германии это берлинеры с заварным кремом. В Нью-Йорке гранаты из слоеного теста. А в Норвегии смултринги, секрет вкуса которых заключается в жарке не в обычном масле, а в растопленном сале. Но как же создаются эти кулинарные шедевры? Процесс начинается с приготовления особого теста, по текстуре напоминающего мягкий пластилин. На крупных производствах используются два основных метода. Первый — экструзия, когда тесто отсаживается порциями. Также используется метод раскатки в единый пласт, из которого далее по конвейеру ножами вырубается заготовка пончика. Самый ответственный этап — жарка. Здесь важна температура от 438 до 458 кельвинов. Это позволяет добиться золотистой корочки без подгорания. После жарки пончики аккуратно избавляют от излишков масла. И вот наступает самый долгожданный момент — добавление начинки и глазировка. Именно здесь раскрывается вся креативность кондитеров. Есть десятки вариаций начинок в виде кремов, джема, всех видов шоколада, а блестящая глазурь с разноцветной посыпкой без проблем преодолеет любой диетический барьер. Интересный факт. В разных странах существуют свои традиции подачи пончиков. В Германии их часто начиняют клубничным или сливовым конфитюром, а в США предпочитают варианты с кремовой начинкой и глазурью. Полезное может быть вкусным. Если потреблять много сладкого или соленого, можно приобрести серьезные проблемы со здоровьем. Важно правильно питаться и не допускать вредных перекусов. Полезным будет, например, цельнозерновой батончик. Основные ингредиенты для батончиков из цельных злаков включают овсяные хлопья, рисовые или кукурузные хлопья. За вкус и необходимые микроэлементы отвечают орехи, семена, сухофрукты. Цельные злаки предварительно обрабатываются. Мойка, приготовление на пару или варка. В некоторых рецептах допускается и жарка. Затем все ингредиенты тщательно смешиваются в больших миксерах. Важно добиться равномерного распределения всех компонентов. Для того, чтобы батончики держали форму, добавляется связующий агент. Это может быть как мед, так и кленовый сироп или сироп из агавы. Полученная масса выдавливается в формы или на конвейерную ленту и равномерно распределяется по поверхности и формируется. После формования батончики охлаждаются для того, чтобы связующий агент затвердел и батончики стали более устойчивыми. После нарезки готовые батончики упаковываются в индивидуальную упаковку и проходят через металлоискатель для безопасности. Конечно же, существуют полезные батончики по особому рецепту для тех, кто испытывает аллергию на отдельный ингредиент или несколько сразу. Вечный винил. Теперь, когда мы хорошенько подкрепились, предлагаем вам удобно расположиться в кресле, накрыться пледом и погрузиться в волшебство музыки с виниловой пластинки. Производство виниловых пластинок Это сложный и кропотливый процесс, требующий точности и внимания к деталям. Подготовка начинается с мастеринга. Композиции специально адаптируют для винила. Здесь важно учитывать динамический диапазон и громкость, чтобы избежать искажений и выпрыгивания иглы. Затем на специальном оборудовании создается мастер-диск. Это может быть лаковый диск или медный по технологии DMM. Инженер вручную создает промежутки между песнями. Чтобы не испортить исходник, он одет в антистатическую одежду. Мастер покрывается серебром и погружается в никелевый раствор. После гальванизации получается металлический негатив, штамп для печати. Один такой может произвести от 500 до 1000 пластинок. Когда важная часть производства завершена, начинается этап изготовления самих пластинок и переноса композиций с матрицы. Гранулы поливинилхлорида плавятся при температуре 473 градуса по Кельвину. Под давлением в 220 тысяч фунтов формируются пластинки уже со звуковыми дорожками. Весь процесс занимает около 30 секунд на каждую копию. Весь этот сложный и кропотливый процесс не устает совершенствоваться. И все для того, чтобы мы могли насладиться особой музыкой и романтическими вечерами. Особняк, суперкар, космолет — один набор, миллион возможностей. Что больше всего радует детей по всему миру и одновременно очень хорошо развивает мелкую моторику и фантазию? Ответ мы найдем на заводе Лего.
Именно тут каждый день рождаются миллионы деталей, чтобы каждый ребенок и даже взрослый воплотили свою мечту. Разноцветные пластиковые гранулы плавятся при температуре в 500 кельвинов. Затем смесь подается через экструдеры сразу в пресс-формы, после чего заготовка быстро охлаждается и разделяется на отдельные блоки кирпичи. На создание одной детали уходит всего 25 секунд. Роботы-помощники сортируют готовые детали, формируя как особые тематические наборы, так и простые без правил и ограничений. Манипуляторы настолько точные, что могут отличить разницу между деталями в 0,02 дюйма. Интересные факты. Самый первый набор Lego назывался Automatic Binding Bricks и был выпущен в 1949. Он стал предшественником создания полноценной системы, официальный запуск которой был объявлен только в 1955. Самым дорогим набором Lego считается конструктор под названием «Неуклюжий Ганс», который был создан по мотивам сказок Ганса Христиана Андерсена. В 2015 была выпущена ограниченная серия в 80 экземпляров. Его цена составляет от 7 до 10 тысяч долларов. А просто бесценным считает набор «Сокол Тысячелетия», созданный по фильмам Джорджа Лукаса «Звездные войны». На момент выхода набора его цена составляла 6 тысяч долларов. Настоящее мужское хобби. Иногда нам хочется взять и просто уехать за пару десятков миль на озеро, чтобы насладиться спокойствием природы и пообедать вкуснейшей рыбкой. Но если на крючок попадается особо крупная и сильная особь, то мир вокруг замедляется, а вы молитесь, чтобы ваша удочка выдержала. Повысить шансы может спиннинг из углеволокна. Из заранее созданной ткани, состоящей из углеродных нитей, вырезаются полоски разной длины для каждой секции. Мастер, используя жесткую основу, накручивает полосы слой за слоем, смазывая каждый специальной смолой. Когда заготовка застывает, настает момент формирования нужной геометрии удилища. Во время финишной обработки удочка шлифуется, на нее наносятся декоративные элементы. Наконец, наносится защитное покрытие и устанавливается необходимая фурнитура. А чтобы удочка не подвела вас в самый важный момент, обязательно проводится тестирование на прочность. Самым прочным карбоновым удилищем считается Shimano ESA Axe SPG. Оно отлично подходит для ловли средней и мелкой рыбы, при этом его конструкция обеспечивает длительный срок службы и устойчивость к механическим нагрузкам. Интересно, что официальный рекорд по ловле на карбоновую удочку принадлежит американцу Арту Уэстону. Он поймал миссисипского панцирника весом 282 фунта, тем самым побив предыдущий рекорд, который держался 72 года. Тогда пойманная рыба весила 278 фунтов. Тон, бадминтон. Отдых на природе может быть не только в виде рыбалки, но и веселых спортивных соревнований. Если вам кажется, что вы переборщили со вкусностями с костра, то выждите немного времени и сыграйте с друзьями в бадминтон. Главное не потерять валанчик. На современных производствах очень тщательно отбирают материалы для создания валанов. Натуральные перья для профессиональных моделей или нейлоновые для массового использования. Когда выборка завершена, их вставляют в заранее сформированную головку из композитного ресурса. Обычно это смесь пробки и синтетики. Существует несколько видов валанов. Помимо тренировочных и турнирных существуют отдельные модели для закрытых помещений и для игры на открытом воздухе. Так как плохо собранный валанчик может испортить игру, его разработке уделяют много внимания. Моделирование каждой детали в 3D-программе, тестирование в аэродинамических трубах и обязательная балансировка веса между головкой и юбкой. Современные снаряды для бадминтона чаще всего делают из перерабатываемого пластика или биоразлагаемого материала. Экспериментальные модели и те, что предназначены для профессионального спорта, делаются с микрочипами для анализа скорости и вращения. Интересный факт. Профессиональный валан за свой срок службы может пролететь до 437,5 ярдов перед его заменой. Будущее без людей, но для людей. От аппетитных лакомств и приятного отдыха мы плавно перемешаемся в мир роботов и гигантизма. Место, где соединяются искусственный интеллект и скорость. Добро пожаловать на интеллектуальную автомобильную фабрику Nissan в японской префектуре Татиги. Полностью роботизированное производство без присутствия людей управляется с помощью ИИ. Возможности завода позволяют производить 3 типа автомобилей: электрические, с гибридными установками и классические с двигателями внутреннего сгорания. Производство устроено так, что присутствие человека сведено к минимуму. Искусственный интеллект самостоятельно проводит анализ поступающих данных и формирует программу производства. Роботы-манипуляторы осуществляют практически все этапы сборки: штамповка деталей и их сварка.
покрытие защитными составами кузова и покрасочные работы. И, конечно же, конечную сборку всех элементов, задействованных в автомобиле. Целями создания такого суперсовременного завода были преодоление дефицита квалифицированной рабочей силы и снижение себестоимости производства. На данный момент уже удалось получить сокращение энергоемкости производства на 25% и повышенная эффективность производственных процессов. Самым большим достижением отмечено улучшение качества выпускаемой продукции. В будущем Nissan планирует распространить опыт полностью роботизированных сборочных линий на все свои заводы по всему миру. Мой дом– моя крепость. Вы наверняка знаете, что строительство дома– это долгий, нудный и очень сложный процесс. Но, друзья, мы удачно живем именно в ту эпоху, в которой существует технология 3D-печати. Именно она дала мощный толчок строительной индустрии и привела к созданию гигантских принтеров для печати домов. Инновационный метод строительства, который позволяет создавать сложные конструкции с помощью роботизированных систем. Вот как это работает. Конечно, все начинается с трехмерной модели будущего здания, масштабирования и разделения на слои. Важно не забыть добавить опорные структуры для поддержки элементов. Когда этот серьезный этап пройден, настает время специального 3D принтера с экструдером для работы с бетоном. Тщательная настройка параметров печати для достижения нужной точности, и можно приступать к основному процессу печати нашего будущего уютного гнездышка. Сам процесс довольно медитативный. Послойное нанесение бетонного материала на платформу со скоростью, при которой слои успевают и не растечься, и схватиться между собой. Робо-рука с экструдером на конце перемещается по заданной траектории, и стены буквально вырастают у вас на глазах. Преимущества этой технологии очень значительные. Сокращение времени строительства и уменьшение затрат на рабочую силу. Широкие возможности создания от простых до очень сложных архитектурных форм. Отдельные эксперты отмечают улучшенную энергоэффективность таких зданий. Конечно, есть и некоторые особые моменты в таком производстве. Пока доступна печать лишь малоэтажных зданий, а для успешной печати обязательно требуется специальный опыт в области такой печати бетоном и знание особенностей работы со смесями для таких мегапринтеров «Мирный атом». Чтобы обеспечить достаточным количеством энергии, все наши производства из ролика будет мало использовать энергию газа, угля или силу воды с гидроэлектростанций. Самым эффективным источником была и остается ядерная станция. Вы уже наверняка не раз читали статьи или смотрели видео о том, как добывается и создается топливо для реакторов. Мы же расскажем вам, как изготавливают сам корпус. Создание корпуса ядерного реактора– это сложный и высокотехнологичный процесс, требующий точности и соблюдения строгих стандартов безопасности. Самый первый и самый важный этап– создание проекта корпуса. Инженеры тщательно разрабатывают чертежи, учитывая требования к прочности и теплоотведению. В первых рядах также стоит важность радиационной защиты как сотрудников, так и самой станции. Для корпуса используются специальные сплавы. Нержавеющая сталь и никелевые сплавы обеспечивают долговечность и устойчивость к коррозии. Важна правильная обработка материалов. Сложные детали корпуса изготавливаются с высокой точностью с использованием современных технологий и самых огромных в мире наковален и пневматических молотов. Резко необходимых отверстий и сварка элементов корпуса в единое целое мощным лазером занимают очень много времени. После производства детали собираются в единый корпус. Только сотрудники с высокой квалификацией могут быть допущены к этому этапу. Готовое изделие проходит множество проверок и тестов строгого контроля качества. Каждый корпус проходит тестирование на прочность и герметичность. Это критически важный этап для обеспечения безопасности эксплуатации реактора. Создание корпуса ядерного реактора– это результат командной работы инженеров, рабочих и ученых, направленный на обеспечение безопасной и эффективной энергетики будущего. Мы рассмотрели самые впечатляющие производственные процессы нашего времени. Каждая из них– это не просто технологический прорыв, а шаг к более эффективному, экологичному и умному будущему. Вместе с вами мы познакомились с самыми-самыми. А сколько еще таких наполняет наш удивительный мир? Эти производства не только меняют его к лучшему, но и показывают, как технологии могут решать самые сложные задачи. До встречи в следующем видео.